Привет, мои дорогие! С вами Анна Тюмерова, и мы с вами на новом мастер-классе. Мы встретились для того, чтобы сделать букет из конфет своими руками. Этот букет станет великолепным знаком внимания для вашего любимого учителя. Поэтому, если вы хотя бы немножко умеете мастерить, и у вас есть огромное желание это делать, присоединяйтесь ко мне и ко многим рукодельницам, кто делает этот букет вместе со мной. Будем творить, мастерить и радовать красивыми букетами наших родных и близких, наших преподавателей, учителей наших детей и воспитателей, дарить им радость, счастье и благодарность через такие букеты из конфет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и приступайте творить вместе со мной. Для изготовления этого букета я беру вот такие цветочки, которые мы с вами делали совсем недавно. Ссылочку на мастер-класс по этим цветам я обязательно вам оставлю в правом верхнем углу, поэтому вы можете перейти и посмотреть, если вы еще этого не сделали. Мне кажется, любые цветы, похожие на тюльпаны или крокусы, будут прекрасным вариантом для весенних букетов. В качестве дополнительных цветочков я решила взять вот такие сиреневые цветочки. Их мы тоже делали своими руками. И мастер-класс по ним вы тоже можете найти на моем канале Букет 7 РУ ТВ. Мне кажется, это будет хорошая игра красок, красный и вот такой фиолетовый. У нас получится очень необычное сочетание, но этим мне это очень нравится. Для основы я беру вот такой кусочек пенопласта. Каждая сторона этого кусочка 10 сантиметров. Толщина 5 сантиметров. Мне нужна будет вот такая зеленая пленочка для цветов. Для упаковки я буду использовать вот такой сиреневый фетр. И еще мне нужна будет зеленая гофрированная бумага. Еще я беру шпажки, шампура для шашлыка, они так называются в обычных магазинах. Я беру 30 сантиметров длиной, если вдруг надо будет, я всегда их могу укоротить. Для декора я беру вот такую искусственную травку. Что касается весенних букетов, то мне кажется, вот такая травка всегда актуальна. И это одна из моих любимых декоративных трав вообще для букетов из конфет в целом. Первое, что мне нужно сделать будет для этого букета, это сделать основу. Я беру пенопласт и вырезаю из него кружочек диаметром 10 сантиметров. После того, как я вырезала кружочек, мне нужно его сузить к низу. Для этого нижний уголочек я срезаю наискосок. У нас получается вот такая основа. Еще я из этой основы делаю сразу полосочку равную 2 сантиметра шириной. Она мне будет нужна для того, чтобы оборачивать ручку букета. Лист бумаги я беру и растягиваю руками. Внутрь вставляю основу, беру шпажки и протыкаю эту основу шпажками в разных местах. 10 шпажек нам будет достаточно. И получается вот такая основа. Ручка получается очень длинная, поэтому я ее немножко укорочу. Беру у этой ручки сантиметров 7. У меня букетик будет не очень длинный, поэтому такая длинная ручка мне не нужна. И сейчас получается вот так. И для того, чтобы шпажки лучше держались, я их немножко зафиксирую термоклеем. Теперь вставляю основу в гофрированную бумагу и приклеиваю эту бумагу. Сначала можно в круговую нанести клей и приклеить ее по краям. А потом наношу вот так вот по кругу клей и приклеиваю к ручке. Получается вот такая основа, и для того, чтобы ручка не была такой голенькой, мы ее оборачиваем полоской зеленой гофрированной бумаги, которую мы с вами приготовили. И вот такая основа для моего букета у меня получается. Теперь я беру пленочку и нарезаю на прямоугольники, равные 10 на 9 сантиметров. Из этих прямоугольников мы будем делать травку для наших цветочков. Складываю вот таким образом, беру сам цветочек, на пленочку наношу термоклей и приклеиваю под цветочком. Не поднимаю слишком высоко, мне важно, чтобы сам цветочек хорошо виднелся. Итак, я оборачиваю каждый цветок пленкой. Беру основу и начинаю вставлять цветочек. Первый я вставляю в самый низ, он у меня будет самый высокий. И второй я вставляю напротив него, спереди, он будет самый низкий. Я определяюсь, какой у меня будет скос. Я хочу, чтобы был немножко такой скос букета, но при этом, чтобы он был не слишком сильный, аккуратненький. И остальные цветы я уже ставлю ниже. У меня один цветочек будет самый высокий, а остальные пониже. И плавно я перехожу от высоких к более низким. И сейчас у нас получается такой букет. И если посмотреть, он немножко идет наискосок. Теперь каждый цветочек я фиксирую на термоклей. Сейчас получается вот такой букет с красными цветами. Осталось его упаковать и задекорировать. Для упаковки я беру вот такой сиреневый фетр. Я отрезаю полоску фетра, равную 33 сантиметра. Так, чтобы фетр под углом от угла до конца ножки доходил как раз до этого края и оставался примерно сантиметр. И начинаю заворачивать основу в
фетр. Мне очень важно, чтобы букет был плотненько обернут, но при этом, чтобы он не мял цветы. Получается, угол к углу я немножко довожу, заворачиваю. Здесь аккуратненько хватаю руками и приминаю. И оборачиваю ленточкой. Главное сейчас зафиксировать упаковку и ручку, так, чтобы ручка совсем не ерзала. Тут не важно, что вы будете в основе сейчас завязывать, ленточкой или еще чем-то. Главное зафиксировать. Снизу упаковочку чуть-чуть отрезаю. Сзади мы тоже можем аккуратненько просунуть ручку и поправить упаковку, так, чтобы она была со всех сторон красивая. После того, как мы обернули букет в упаковку, нужно сделать в фунтике, заполнить все пустые места между цветами, если они у вас остались. Если у вас пустых мест нет и все заполнено фунтиками, то ничего больше не нужно. Теперь я беру те мелкие цветочки, которые я заготовила. Их тоже оборачиваю юбочкой и вставляю их в букет. Можно сразу крепить на термоклей, можно сначала распределить, а потом вставить. Аккуратненько протыкаю основу и вставляю их в букет. И так распределяю фиолетовые цветочки по букету. Вставляю их в основу прямо между теми фунтиками, которые были у цветочков. Я буду делать не слишком много сиреневых цветов, мне их много не хочется. Они буквально для того, чтобы немножко разбавить красные и добавить ярких оттенков. И смотрите, уже смотрится как красиво. Сюда осталось добавить листочки. Беру веточку с листочками, листья отрезаю ножницами и приклеиваю эти листья к фунтикам, наношу термоклей и вставляю туда к фунтикам. В самом верху листья я сделаю подлиннее, а здесь покороче, чтобы за счет этих листочков тоже создавался такой же переход, который мы с вами делали с цветами. И вот такой букетик у меня получился. Теперь перевязываю букетик ленточкой ярко-красного цвета под цвет наших цветов и завязываю бантик. И вот такой букет из конфет у нас с вами получился. Он станет прекрасным подарком для учителя, для воспитателя, для любимой подруги на день рождения и вообще великолепным знаком внимания на 8 марта. Делайте этот букет вместе со мной. Спасибо, что вы рядом, что вы пишете мне ваши комментарии. За теплые слова огромнейшее спасибо каждому из вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи на следующем мастер-классе. С вами была Анна Тюмерова. До скорой встречи. Пока-пока.